Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Фейншоп, полезный и не очень. Вот и добрался наконец мой Realme 10 Pro Plus. Так сказать, старшенький из серии. Сегодня распакуем его и познакомимся с ним поближе. Но перед этим поддержи канал своей активностью. Поставь лайк, подпишись на канал, если до сих пор еще не подписан. И напиши, что думаешь в целом о 10-й линейке Realme. Спасибо. Ну а теперь погнали. Шел он у меня ровно месяц. Я попросил китайца, чтобы паковал по-человечески. Да, и попросил, чтобы он не накатывал ничего, никаких прошивки. Даже и переходничок положил. Это спасибо. Нет, вскрыл. Китаец. Все-таки он вскрыл. Китаец, я ж просил тебя. Видим. Все-таки вскрыл он его. Видим. Ах, засранец. Ну ладно, бог с ним. Версия у нас, ребят, китайская. Realme Pro Plus 5G. Будем открывать. Она у нас в белой. Да, для китайского рынка в белой. Скорее всего, для нашей будет в желтой, я так понимаю. Опа. Так, Realme 10. Коробочка. Далее нас встречает конверт. Все само собой на китайском. Здесь у нас в конверте чехол. Чехол с бумажкой, макулатура по минимуму. Хорошо. Ну, легкий аромат китайский тоже у нас присутствует. Чехол плотный, серый. Видим. Хорошо, не белый. Плюс. Ну и еще скрепочка у нас. Да. Скрепочка вполне обычная. Далее сам телефон. Красавец. Телефончик. Заказал версии черной. Пока отставим в стороночку. Далее у нас идет картонная проставочка. Блок питания на 67 Вт. Видим, мощный. Быстрая зарядка Supercharge. Ну и шнур. USB. Type-C. Type-C шнур. Ну и все. Больше, в принципе, ничего у нас нет. Все по стандарту. Здесь ничего новенького, в принципе, нет. Давайте, наконец, переходим к самому приятному. Это наш телефон. Китаец просил же я. Ну ладно. О, хорош. Замечу сразу же, у нас здесь пленка наклеена. Давайте попробую ее приблизить. Видно, не будет видно. Пленочка у нас с завода. Это хорошо. Ну да. Неплохо. Ну что, включаем? Смотрим. Как он вам, ребят? Напишите. Ну, вообще красавец. Отпечатки пальцев у нас совершенно статоваться не будут. Ну да. Круто выглядит, конечно. Я бы сказал, даже огонь. Ставим лайк. Кому нравится дизайн. Вот он. Красавец. Ну, красивый же. Две камеры. Да. Надпись Realme. Зачет. Включаем. Есть вибрация. Realme Power by Android. Так, давайте, ребят, пока пробежимся, пока он у нас включается, по кнопкам и элементам управления. С правой стороны у нас расположилась качель регулировки громкости вверх-вниз, кнопка включения, выключения устройства. Снизу у нас решетка динамика, порт USB Type-C, лоток для сим-карты. Он у нас обычный. Давайте сразу же мы его и проверим. Зелененькая проставочка. Две сим-карты, ребят, можно разместить без карты памяти. Все, так что выбирайте сразу же. Ну, в базе идет 128 гигабайт. Я думаю, хватит вполне. А оперативы вообще 8 гигабайт. Поэтому здесь вполне себе даже достойный вариантик. За это можно не переживать. Да. Так, с левой стороны у нас пустая грань. Совершенно ничего нет. Сверху у нас расположился динамик и микрофон. Все. Здесь у нас аккуратное отверстие под камеру.
Вот оно, замечу, что, ребят, у нас пленочка с завода наклеена, это хорошо. Далее, на тыльной стороне он с надписью Realme. Блок камер, состоящий из 3 сенсоров. Вот так вот своеобразно он выполнен. Кому нравится, кому не очень. Хорошо, кстати, ребят, довольно выпирает. Мне кажется. Давайте проверим, сразу же оденем чехол. Как он будет перекрывать. Ну да, чехол здесь с гранями защитными, поэтому, если что, можно смело ложить. Видим, да? Получается у нас. Можно ложить на стол, и он будет защищать. Камеры будут целые. Ну так в целом-то и чехол смотрится довольно компактно. И в целом более-менее мне нравится. Включился он у нас? Да, конечно, включился. Все верно. Китаец накатил. Смотрю, Play Market не установил. Ну да. Давайте сразу мы язык. У нас какой-то язык переключим. Русский язык. Все нормально. Русский язык, ребят, у нас поддерживается с завода. За это можно не переживать. Так, давайте, ребят, посмотрим. Смартфон работает под фирменной оболочкой Realme UI версии 4.0, которая базируется на 13-м Android. Наконец-то маркетологи Realme задумались, что надо что-то менять. Ну сколько можно одни и те же кирпичи выпускать из года в год. Очень эффектно, конечно, выглядит. Мне очень нравится. Зачет им, ребят. Большой палец вверх. Ставь тоже лайк, если нравится дизайн нового Realme Pro Plus. Давайте пробежимся по габаритам самого смартфона. Высоту у нас составляет 161 мм. Ширина у нас 74 мм. Толщина 77 и 78 мм. Вес при этом составляет всего 173 грамма, ребят. Представьте, 173 грамма. То есть он практически не ощущается. Пушинка. При том, что здесь реально здоровый аккумулятор и неплохие камеры. Молодцы. Я заказал версию в черном цвете. Также есть версия голубая, такая слегка перламутровая, и звездная. Но она слишком блестящая для меня. Такой вариант цыганщины. Ну не знаю, в общем, такое себе. Я больше приверженец классики. Ну и самое главное, что черный цвет, ребят, он у нас матовый, отпечатки не оставляет, реально очень практичный материал в использовании. Материалы корпуса, конечно, у нас здесь сделаны под металл, боковая грань, якобы кажется металл, даже, кстати, я перепутал на самом деле, что это металл, мне показалось. На самом деле же здесь у нас пластик, ребят, задняя крышка и рамка у нас пластиковая, к сожалению, да. Ну, а что сделаешь, им же надо было на чем-то экономить, все-таки экран здесь у нас действительно классный. Кстати, давайте о нем и поговорим. Здесь у нас установлен экран на 6,7 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Главной ее особенностью, конечно, стало это вот эффектное закругление стекла, как я вам уже и говорил. Действительно, они наконец-то задумались, что надо что-то делать. Смотрится очень эффектно. Сама матрица, конечно, у нас здесь хорошая. Здесь у нас Super AMOLED на 120 Гц. Можем выбирать автовыбор. Смартфон сам будет выбирать, где ему устанавливать высокую герцовку. Либо можем поставить всегда 120 Гц. Я выбираю всегда этот вариант. Матрица имеет высокую частоту шима 2160 Гц. Глаза у вас уставать совершенно не будут. Это очень круто. При этом еще и яркость не забыли. На 800 нит добавить. Мне кажется, процентов на 60 вполне хватит этого телефона с запасом. Даже на ярком солнце, я думаю, будет все читабельно. За производительность отвечает процессор 6-нанометровый Dimensity 1080. Он у нас 8-ядерный. Мощный у нас 2 ядра Cortex A78, который у нас трудится на 2600 МГц. И 6 энергоэффективных Cortex A55, работающий на частоте 2000 МГц. В связке с графическим процессором 4-ядерным Mali G68 MC4. Память у нас, ребят, это версия 8/128 гигабайт. 8 гигабайт у нас оперативной LPDDR4X и 128 гигабайт внутренней памяти типа UFS 2.2. На выбор также доступны версии 8/256 либо 12/256 гигабайт. Давайте попробуем проверить, что у нас все это дело связочка выбьет в Antutu. Очень интересно мне. Сейчас я даже скачаю ее и вам покажу. Да, ребят, замечу, очень приятный вибромоторчик. Ну что, ребят, сходу у нас 512 тысяч попугаев. Было 35 градусов, то есть у нас он совершенно не греется. Температура очень хорошая. Давайте попробуем второй раз.
запустить. Мне даже интересно. И результаты отличные. Почти 517 тысяч попугаев. Температура в пике доходила до 36 градусов. Видим. 36,1. Очень даже достойно. Будем дальше тестировать все в играх и делать выводы, как себя новый процессор покажет. Но одно могу сказать, что он не горячий. Давайте вкратце пробежимся по камерам. Основной модуль у нас состоит из 3 камер. Главный сенсор от Samsung на 108 мегапикселей с апертурой 1.75. Заявлена у нас цифровая стабилизация. Второй сенсор у нас на 8 мегапикселей. Это у нас широкоугольник с апертурой 2.2. Ну и третий сенсор у нас на 2 мегапикселя, отвечающий за эффект глубины. Фронталочка у нас на 16 мегапикселей от Sony AMX480 какая-то, точно не помню. Апертура у нее 2.4. Все будем тестировать позже, все это дело проверим, как это работает. Пока так, конечно, тяжеловато что-то сказать. Так, ребят, ну решил записать вам небольшой тест камеры, проверить на стабилизацию. Здесь у нас пишем на сенсор 108 мегапиксельный от Samsung. Стабилизация включена, иду очень быстрым шагом. Это у нас селфи-камера на 16 мегапикселей от Sony. Тоже, кстати, стабилизация заявлена, иду быстрым шагом, проверяем. Видео пишется 1080, 30 fps или 60, не помню. Основная камера у нас может писать и 30 кадров, и 60 кадров, вплоть 4К, тоже прекрасно работает. Фокусировка работает. Замечательно. 4К фокусировка отрабатывает отлично. Ну, стабилизация, конечно, это было бы слишком. Батарея у нас установлена здесь на 5000 мАч. А это, на секундочку, ребят, в таком тоненьком-то корпусе. Респект им за это, конечно. Молодцы. С поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Напомню, в комплекте блочок у нас идет на 67 Вт. Bluetooth версия 5.2, Wi-Fi 6 версия поддерживается. По бендам 3-7 на борту. Ключевые для нас 20-го нету, но он особо-то не нужен. NFC модуль работает из коробки, без всяких танцев с гуглом. Ну, надо сказать, ребят, по поводу звука. Здесь у нас полноценное стерео. И нижний, и верхний динамик работают громко и качественно. Никаких полуторов нет. Здесь полноценное качественное стерео. Давайте я вам что-нибудь включу, продемонстрирую. Да, видим, ребят, очень-очень громкий звук, и причем качественное стерео с полноценными 2 динамиками. Ну что, ребят, на этом буду заканчивать. Не хочу затягивать видео. Позже выпущу полноценный обзор со всеми плюсами и минусами этого девайса. Пишите, на что сделать акцент и как вам в целом дизайн Realme 10 Pro Plus. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, залетайте на Дзен, Рутюб. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.